Чао, мои дорогие студенты! Сегодня я приглашу вас в путешествие туда, откуда еще никто не возвращался. Мы заглянем в мифологию о загромном мире цивилизации шумеров. Шумеры– это народ, который жил более 5000 лет назад в долине между Тигром и Эфратом. Но на самом деле жили они еще раньше, просто дальше у нас не сохранилась информация. Представьте себе, люди, только что придумавшие колесо, шумеры придумали колесо, и глиняные таблички, они уже размышляли о том, что ждет человека после смерти. И задавали себе те же самые вопросы, что и мы сегодня. Куда уходит душа? Есть ли надежда на бессмертие? Или все решает судьба? Египтяне верили в солнечные поля и вечное блаженство на полях Илао, да? А шумеры были куда более суровы. Ну, шумеры были их соседи, если вы помните с моих предыдущих лекциях. Их загробный мир был не раем, не адом, а чем-то вроде, знаете, такого бесконечного подвала, где все тускло, пыльно и скучно. Ну, скажем так, если кратко и шутливо, то загробный мир шумеров можно сравнить со старым таким общежитием, без отопления и без Wi-Fi. Но давайте обо всем по порядку. Прежде чем говорить о том, какими шумеры видели загробный мир, давайте задумаемся, откуда мы вообще знаем о их взглядах. У них ведь не было священной книги, как у египтян книга мертвых или как у христиан Библия. Шумерская религия была настоящей мозаикой. Отдельные мифы, эпические поэмы и практические ритуалы. И мы все это, к сожалению, вынуждены складывать как пазл, как мозаику. Самые главные источники– это три типа текстов. Первый текст– это миф о сошении Инанны в подземный мир. Это драматическая история о том, как богиня любви и плодородия оказалась пленницей царства мертвых. Второй текст– это эпос о Гильгамеше. Это древнейший эпос человечества, один из первых художественных произведений, шедевров, где главный шумер, главный царь шумеров, Гильгамеш, пытается найти бессмертие и понимает, что смерть сильнее любого героя. И третий тип текстов– это заклинания, это ритуальные тексты. Они, знаете, такие сухие, скучные, но они бесценные. Там расписано, как хранить покойного, чем его кормить, чем кормить его душу, и как защищаться от беспокойных духов, от привидений, да, другими словами. Они, знаете, как инструкция. Там, принеси хлеб, налей пиво, не забудь про масло, иначе духи обидятся. Сухо и строго расписано все. Что делать, чтобы душа человека не мучилась после смерти. И все это шумеры писали клинописью на глине, которую потом обжигали. Обжигали, чтобы она сохранилась. Представьте себе, обожженная табличка пролежала тысячелетия. Она пролежала 3-2 тысячи лет, и сейчас мы ее читаем, а вот конспекты студентов полежали пару месяцев и все, пропали, исчезли в небытие. Шумеры явно знали толк в долговечности. Ну что, теперь давайте попробуем вместе вообразить, как шумеры представляли себе жизнь после смерти. Итак, загробный мир у них назывался как Кур или Иркалла, два названия. Это было огромное подземное царство теней, куда вели 7 ворот. Интересный момент, да? 7 цифра. Везде, в каждой религии. Каждый умерший проходил их один за другим, пока не оказывался внутри подземного царства. Что там было внутри, за этими вратами? Тьма, пыль, тоска и одиночество. Там нет ни солнечного света, ни радости. Души питаются в этом мире прахом, пылью и глиной. А одежда у них сшита из птичьих перьев. Представьте себе, тени, похожие на птиц, бродят во мраке и жуют, ну скажем так, глиняный хлебец. Не слишком аппетитно, да? Он такой безвкусный, он как пластилин, без вкуса, без формы, без запаха, без текстуры. Полужидкий, неприятный такой во рту.
Фи-фи-фи. В самом главном эпосе о Гильгамеше, который мы с вами подробно изучали на моих лекциях предыдущих, есть такая строка, цитирую. «Там люди, подобно птицам, слоняются во тьме туда-сюда. Их пища– прах, их еда– глина». Видите, акцент ставится, причем несколько раз на том, что их еда отвратительна. Обычно на таких текстах, знаете, всегда пытаются передать самое главное– суть. И когда в тексте что-то повторяется, так как в Библии, да, мы с вами изучали, если что-то несколько раз повторяется одно и то же, значит, автор хотел сделать на этом особый акцент, подчеркнуть это, поставить на этом ударение, значит, это что-то важное. Представьте вечную столовую, где меню одно и то же. Сегодня глина, завтра снова глина, послезавтра опять глина. Но самое удивительное, все души в этом царстве были равны. Цари, воины, жрецы, бедняки, аристократы, рабочие, торговцы – все в итоге становились одинаковыми тенями в подземном мире, в мире мертвых. Все после смерти становятся равными. И неважно, кто ты был при жизни. Это в традиции шумерской. Вот тут и отличие от Египта или христианства. Главное отличие шумерских представлений – никаких наград и никаких наказаний после смерти нет. Египтянин древний, он мечтал пройти суд Осириса и попасть в солнечные поля. У древних египтян есть прекрасный свой рай, да, сад Эдемский, другими словами. Христианин тоже надеялся на прекрасный рай, или даже боится не попасть туда, боится попасть в ад. А шумер? Древний шумерец просто знал, что после смерти его 100% ждет темная Иркалла, без вариантов. Так что если бы царь сказал своим воинам: идите, сражайтесь, умрете героически, попадете в рай, герои не умирают, да, герои живут вечно, мы все это знаем, то древние шумеры бы рассмеялись в лицо и ответили бы: ну, царь наш, мы же шумеры, мы все знаем, чем дело кончится там, на другой стороне бытия. Что ты там сказки рассказываешь, как детям на поле чудес. Алора. Итак, что же происходило с человеком после смерти? Шумеры верили, что душа превращается в так называемую гедиму, они ее называли гедиму, бледная тень. Именно в этой форме тени душа отправлялась в подземный мир, но ее качество жизни зависело от того, как живые люди будут к ней обращаться, как они будут заботиться после смерти. Обратите внимание, я хочу подчеркнуть это, что это была не просто какая-то там безликая тень, душа, которая все это была душа, которая все еще зависела от мира живых. Жизнь в Иркале, в мире мертвых, была очень тяжелой, и только забота родственников могла смягчить ее судьбу. Поэтому шумеры приносили подношения. Ну, вы знаете как, вот славяне, традиция, приходят на могилу, ложат конфетки, там хлеб, кто-то алкоголь наливает чуть-чуть, там, да, вот это все. Правильное погребение и ритуалы подношения, это назывались ритуалами подношения, да, там в какое-то определенные времена, ну, через какое-то время, делали судьбу теней более-менее спокойной и сытой в том загробном мире. А что нужно было именно приносить? Ну, то же самое. Хлеб, пиво, куда же без него. Пиво было важным даже для мертвых, да. Масло, иногда мясо или фрукты. Но это дорогая еда, не каждый мог себе позволить. То есть приносили на могилки шумеров древних все то же самое, что сейчас славяне приносят на могилки. Это вот что-то реально вроде помилок у славян в славянской культуре. Отсюда у вас на кладбищах строят там столы, лавочки, чтобы есть, пить и выпивать вместе с умершим, да. Если все это было, то дух человека, его тень, сидела тихо в Иркале и не жаловалась. Но если забывали, да, приносить подношения, то тогда тень
могла становиться беспокойной, могла возвращаться на Землю, насылать болезни или неприятности. Видите, какая простая логика у древних шумеров. Хочешь, чтобы твой дедушка после смерти не приходил к тебе по ночам в виде привидения, то не ленись, поднеси ему кусочек хлеба и кружку пива поставь. Медовухи, как в Вальгалле, да, викинги. Так что культ предков у шумеров был очень практичным. Они верили, ихнее кредо было «уважай умерших, и у тебя будет мир в доме». Да? Не трогай мертвецов, не говори плохо о мертвецов, как сегодня говорят. Видите, очень много с древности у нас сохранилось до сих пор. Оно все вшито в наш культурный код. Важно отметить, что подземный мир Иркалла был не просто мрачным подвалом для душ. Это было настоящее государство со своей властью и со своей иерархией. Правила там, в этом подземном царстве, царица по имени Эрешкигаль, чье имя значит «владычица великий земли». Да? То есть землю смерти шумеры называли Великой Землей. И это не просто так. Знаете, есть... не хочу отклоняться. Тьма над бездною, да? Подумайте на досуге. Она была строгой и мрачной, Эрешкигаль, но она была справедливой хозяйкой. Никаких поблажек, никаких исключений. Все души попадали под ее власть, богатые и бедные. Все становились ее подданными. Ее супруг Эрешкигаль был бог по имени Ниргал. Это был бог войны и чумы. Согласитесь, парочка еще там. Она царица мертвых, а он хозяин болезни и битвы. Такая готическая романтика в стиле шумеров. Вместе они правили не миром радости, а царством страха и неизбежности. Их союз словно говорил: смерть всегда идет рядом с войной и болезнью. При них был верный посланник по имени Наптар. Его имя значит «судьба». Он выполнял приказы царицы и приносил смерть людям на земле. То есть он был, другими словами, посланник смерти, ангелом смерти, если хотите. Можно сказать, он был тенью, которую посылали за каждым человеком. Если Наптал пришел, значит, жди беды. И, конечно, нельзя забывать про демонов Галу. Тоже ее стражи. Это такие жуткие создания. Они хватали души и уводили их в подземное царство. Так что сопротивляться было бесполезно. Они были такими жестокими стражами, бездушными. Они уводили души вниз, и никто не мог избежать их хватки. Такая цепная. В некоторых текстах они буквально из-под земли появлялись, как кроты, знаете, руки выскакивали. Хватали человека или существо своими руками и утягивали вниз под землю. Таким образом, если кратко, подземный мир выглядел как строгое бюрократическое учреждение. У каждого свой начальник. У начальника есть свой помощник. У помощника есть страшные исполнители, да, которые делают всю черную работу. То есть настоящее государство теней. А теперь давайте остановимся на одном из самых ярких мифов шумеров. Это сошествие Инанны в подземный мир. Этот миф – сердце шумерских представлений о подземном мире. Кто такая эта богиня Инанна? Инанна – это богиня любви, богиня весны, плодородия, радости, то есть богиня всего, что связано с жизнью и ее рассветом. Да, любви, да, весна – это всегда любовь. Вы знаете, по всем этим древним мифам, богиням, Афродита, Венера и так далее. Да, вот аналог – это Инанна шумерская. Однажды она решила спуститься вниз к своей сестре, суровой владычице Иркаллы, да, подземного мира, Эрешкигали. Почему? Это очень долгая история. Очень. О ней я рассказываю на своем курсе. Это отдельная тема. Чтобы не отклоняться от темы, идем дальше, потому что там много разных нюансов. Но ее путь вниз был весьма нелегким. Каждый раз, проходя через ворота подземного мира, помните, я говорил, что было 7 ворот подземного мира. И у каждого из ворот стоял охранник. Вход был не бесплатный.
И Инанна должна была оставлять у каждых ворот какую-то часть себя. У первых ворот она сняла венец. У вторых ворот она сняла серьги. У третьих ворот ожерелье. У четвертых пояс. У пятых ворот она сняла браслеты. У шестых кольца. У седьмых вообще всю одежду сняла. И в конце концов, перед сестрой она предстала совершенно голой и беззащитной. Сияющая богиня весны, жизни, красоты в конце пути стоит совсем голая и без украшений, без силы, без статуса. Голая правда жизни. Это очень символично. В подземном мире не важно, кто ты, богиня или человек, царь или раб. Все отнимается. Ты приходишь в мир мертвых голым. Да? Скелет, в конце концов, остается без ничего в могиле. Это шумерская мудрость. Не просто религиозный текст, это метафора на самом деле, а это напоминание еще и каждому человеку. Помни, что будет после смерти. Богатство, деньги, статус, одежды ты не заберешь с собой на тот мир. Эрeshkigal не стала церемониться. Она, как только ее увидела, сразу приказала убить свою сестру Инанну и подвесить ее тело на крюк, чтобы она не сразу умерла, а чтобы она медленно умирала, чтобы она затухала, страдала, чтобы силы медленно покидали ее. Смерть, она беспощадна. Смерть стремится убить жизнь. К сожалению, да. И здесь вторая мудрость, вторая скрижаль истины, если хотите, да, что все идет к смерти. После этого появляется проблема. Мир без богини плодородия не может жить. Земля перестала давать урожай. Деревья перестали приносить плоды. Радости не стало. Мужчина и женщина перестали любить друг друга. Появились, так сказать, абьюзивные отношения, да, между мужчиной и женщиной. Психология отношений. Кстати, у меня есть блог по психологии отношений, будет в описании, подписывайтесь. В общем, гармония полностью нарушилась, весы порядка сдвинулись. Тогда другие боги увидели, что происходит, и поняли, нужно эту проблему как-то решать. И они послали хитрых маленьких духов, которые сумели смягчить сердце Эрeshkigal. И тут в некоторых текстах говорится, что эти духи были големами. То есть это такие, знаете, полуживые существа, неживые существа. Потому что живые существа, они очень сильно боятся попасть в мир мертвых. Если ты попал в мир мертвых, если ты коснулся мира мертвых, то выйти живым из него практически невозможно. Мир мертвых в представлении шумеров это как какая-то, знаете, как болезнь черная. Вот если она, как бактерия, если хотите. Если она коснулась человека, то все, она будет медленно его поедать, забирать его вниз. Интересная метафора, да? Это все тексты шумеров. Неизбежная трансформация тела и души происходит в том мире, если человек немного коснулся его. Даже если увидел смерть человек, да, сейчас, например, войны идут, да, вы знаете, вот люди после войны, если они увидели все это, они уже другие. Оно коснулось их. Даже если просто увидели, психика нарушилась и уже их тянет. Это все аналоги шумеров. Они все это понимали и все это передавали в текстах. Я просто все это кратко вам говорю, потому что у нас суть этой лекции немножечко другая. В общем, Инанна, она вернулась к жизни. Ее вернули все-таки эти духи. Эрeshkigal разрешила ей попасть обратно на землю, уйти из царства мертвых. Но за свободу ей пришлось заплатить. Кто-то другой должен был занять ее место. В этой истории ясно звучит мысль шумеров. Подземный мир – абсолютная сила, от которой не укрыться даже великим богам, даже богам жизни. Смерть все отнимает. Но выбраться из Иркалы возможно. Это возможно только ценой жертвы. Смерть сильнее даже богов жизни. Но если кто-то и вернулся оттуда, из смерти, значит кто-то другой должен там остаться взамен. Чтобы кто-то жил, кто-то должен умереть. Кого-то нужно принести в жертву. Это очень сильный образ, не правда ли?
Он показывает, насколько серьезно шумеры относились к смерти. Это не случайность, это не наказание, а это сила, которая стоит выше всего и предначертана всем. А теперь, ребята, давайте перейдем к самому известному произведению шумеров и аккадцев. Это эпос о Гильгамеше. Это очень-очень древний эпос человечества, написанный за 2000 лет до древнегреческой Илиады. Главный герой по имени Гильгамеш. Это могучий царь Урука, города Урука, который побеждал чудовищ, который строил великие стены. Он наполовину бог. Он, знаете, он был как Геракл, как Геркулес. Он побеждал все и всех и каждого. С каждого своего приключения он приносил какой-то трофей. Но однажды он сталкивается с тем, что сильнее любой власти. Это со смертью, да. Его лучший друг Энкиду умирает. И Гильгамеш впервые понимает, что смерть неминуема даже для героев. И так же, как и все, он, Гильгамеш, однажды умрет. И как вы уже знаете, судьба после смерти в шумерской цивилизации одна для всех. И для всех людей, и для богов. Участь одна и та же. Поэтому умирать у шумерской цивилизации никто не хотел и не спешил. И осознав эту мысль, что его ждет то же самое, что его друга, а его друг тоже был полубогом, Гильгамеш в отчаянии отправляется в путешествие, в долгое путешествие, чтобы найти бессмертие, ключ к вечной жизни. Его путь приводит его к интересному человечку по имени Утнапишти. Это месопотамский аналог Ноя. Единственному человеку. Это был единственный человек, обычный человек, который пережил тот самый великий потоп. Некоторые исследователи говорят, что он и есть тот самый Ной из Библии. Но это предмет дискуссии. Не будем об этом, наша тема совершенно другая. Об этом поговорим на других лекциях. Так вот, этот шумерский Ной имел имя Утнапишти. Он был мудрецом, который пережил всемирный потоп, после которого все умерли. Он его пережил, потому что Бог любви и мудрости, Создатель человечества, сказал ему, как единственному праведнику на земле, как правильно построить корабль, кого взять на корабль, там, каждой твари по паре, семена растений взять, чтобы заново началась жизнь на земле, чтобы все породилось заново, и все пошло с новой главы. В итоге, в награду после потопа он получил бессмертие от богов. Гильгамеш находит его, этого человека, после очень долгих и очень опасных приключений. И он просит его: научи меня, как избежать смерти. И он отвечает Гильгамешу: друг мой, смерть неизбежна. Человек рождается для того, чтобы жить, радоваться и любить. Смерть дана всем людям и даже полубогам. Только боги живут вечно. А тебе, Гильгамеш, лучше строить свои города, любить свой народ и ценить дни, которые тебе даны. Потому что скоро ты умрешь. Проживи оставшиеся дни достойно, проживи их праведно и с честью. Это, пожалуй, один из самых трогательных моментов древней литературы, потому что после этого царь Гильгамеш возвращается в свой город, домой, ни с чем. Он преодолел очень долгий путь и вернулся ни с чем. Он действительно стал, по истории, великим царем, который заботился о своих жителях. Он был настолько великим, что стал легендой, он стал мифом. История его жизни вошла даже в религиозные тексты и стала источником наших знаний о жизни после смерти в шумерской цивилизации. Представьте себе, каким он был великим царем. Еще в эпосе есть такие строки. В эпосе, где Энкиду, оказавшись в подземном мире, он описывает этот мир смерти как очень-очень
печальный. Да, вот такие строки у него есть, цитирую. «Я увидел дома праха», да, представьте, дома из праха, где сидят цари, те, что некогда ели хлеб из золотых чаш. Теперь они глотают глину в этом царстве. Те, что были жрецами, да, правили всеми, указывали там, духовными наставниками. Теперь они лежат сами во тьме, и пыль покрыла их головы. То есть люди, духовные наставники, которые ведут людей к свету, после смерти лежат во тьме. Их головы покрывает пыль. Это не случайный образ. Я вам говорил, что в текстах таких не случайно каждое слово, потому что нужно передать меньше слов. И самое главное, когда они говорят акцент «головы их покрыла пыль и тьма», есть о чем задуматься. Звучит все это очень грустно, но мудро. Шумеры, словно, знаете, говорят нам спустя века, даже сейчас. Цените жизнь здесь и сейчас, потому что именно она ваш главный дар, ваш главный подарок от богов, Бога, Вселенной, жизни, назвайте как хотите. Алора. Итак, давайте подведем итоги нашему быстрому путешествию в загробный мир шумеров. Мы с вами поняли, что там правили строгие божества, и что даже богам было нелегко выбраться из этого царства, чтобы Богу выжить, именно настоящему Богу, не полубогу, а именно настоящему Богу, у которого сил, да, больше. Чтобы выйти из мира мертвых, ему нужно кого-то вместо себя поставить, в жертву кого-то принести. Но самое важное, шумеры не видели в смерти ни награды, ни наказания. Для них это было просто продолжением пути. И именно поэтому они ценили земную жизнь. Дом, хлеб, пиво, друзья, семью. Это звучит печально, но в то же время крайне мудро. Ведь если жизнь настолько коротка и смерть неизбежна, то что нам остается? Правильно, жить сегодня, радоваться, любить, делиться теплом. Так что если после этой лекции вы решите сказать кому-то доброе слово или решите не откладывать на завтра что-то важное, будто звонок другу, маме, либо объятие близкого человека, друга, или просто купите себе вкусную булочку с кофе, если вы отказывали себе, то считайте, что дух шумеров вами доволен. Значит, вы поняли самое главное послание шумеров спустя века. Спасибо за ваше внимание, мои дорогие студенты. Чао-чао.